Рада приветствовать вас на своем канале. Мы часто думаем, что проблема в нас, в дисциплине, в том, что у нас плохая сила воли, что мы недостаточно замотивированы. Зачастую нам кажется, что если бы мы были более собранными, то режим, питание, образ жизни был бы более качественным, чем есть сейчас. Но правда в том, что проблема-то не в нас. Проблема в количестве решений, которые мы должны принимать каждый день. Современная жизнь, она достаточно хаотична. Даже если коснуться магазина, то, войдя туда, там просто огромное количество манипуляций. Маркетинг настолько хорошо развит, что ты просто теряешься. Этот же маркетинг постоянно подталкивает нас к каким-то импульсивным покупкам. И часто в этот магазин мы заходим уже уставшими, и сопротивляться этому всему ресурса, как правило, уже нет. И в этот момент внутри нас начинается такая внутренняя борьба. Можно или нельзя? Полезно или вредно? Сейчас или потом? И вот именно вот эта борьба, она выматывает больше всего. И нашему мозгу не нужна идеальная рутина. Нашему мозгу нужна предсказуемость. Именно поэтому я снимаю влоги с реальной рутиной. То есть я вот сюда подсказку прикреплю, я показываю именно жизнь такая, какая она есть. Вот, ну, как бы без прикрас, без вот этой вылизанной идеальной картинки, потому что, ну, очень легко себя вот загонять в эту тревожность, когда вокруг все так идеально, а у тебя нет. И для нашего мозга намного проще и легче, когда действия, решения повторяются. Именно в этот момент снижается чувство тревожности и появляется чувство опоры и уверенности. И в этом видео я хочу поделиться просто базовым моментом, как создать такую предсказуемость, начиная с магазина. Потому что еда — это автоматическое поведение. И зачастую, когда мы хотим начать разбираться со своим питанием, то мы должны начинать не с тарелки, а именно с похода в магазин, потому что именно оттуда мы приносим продукты, которые позже оказываются на нашем столе. Мы в любом случае будем есть, мы не можем без еды. Здесь вопрос только, насколько легко это встроится в нашу жизнь и, соответственно, каково качество, да, этих продуктов, но это само собой. Почему в этом видео, как такой основной ключ, я выбрала именно поход в магазин? Потому что полки магазина больше всего и формируют нашу повседневность, чем любые планы и цели, которые мы зачастую ставим, но не выполняем, а в магазин мы все-таки ходим каждый день. Каждый день мы открываем холодильник, каждый день мы что-то едим. И если там хаос, то этот хаос автоматически переносится на всю нашу жизнь. Но если там порядок, все понятно и предсказуемо, легко и просто, то, соответственно, жизнь становится намного проще и легче. То есть появляется такая опора. Во-первых, как же создать эту предсказуемость в магазине? То есть идти не за вдохновением, а за повторением. То есть не придумывайте каждый раз что-то новое и неизвестное. Также не ориентируйтесь на свое настроение, то есть вот эти покупки по настроению. Сознательно выбирайте один и тот же базовый набор продуктов. То есть вот вы идете в магазин, вы четко знаете, что вот в этот отдел вообще заходить не стоит, а вот здесь мы возьмем там курицу, допустим, фарш, еще что-то, туда пойдем овощи возьмем. Это не означает, что нужно теперь всю жизнь питаться одинаково. Это просто база. То есть это костяк, это понятные продукты, которые вы знаете, где они лежат на полке магазина, вы знаете, как их готовить, у вас получается их готовить, они вам нравятся по вкусу. Когда мы подходим к полке и понимаем, что нам точно нужно, на этом мы экономим просто огромное количество ментальной энергии. Кстати, у меня уже есть готовое меню, где составлены тарелки, где обычные понятные продукты из обычного магазина у дома. Просто взять и повторить и увидеть результат. То есть абсолютно нет ничего сложного, все продукты очень простые. То есть изначально вообще, когда вы начинаете понимать, что вам хочется есть, из чего будет состоять ваша неделя, вы со временем просто будете заходить в магазин и понимать, какие отделы вам вообще не нужны. То есть мы изначально, когда тоже начинали в семье разбирать этот момент, когда мы поняли, из чего состоит наш костяк. В отделы там с чипсами, со сладостями, с газировками, с напитками, с алкоголем мы вообще не заходили. То есть мы заходим в магазин, что полки наши, это крупы, это овощи, там рыба, да, это фрукты, это овощи, это орехи. Вот да и все. Получается, что половина магазина, если не больше, это все то, это пищевой мусор, что вам вообще не нужно.
То есть вы просто туда не заходите. Еще плюсом это экономит и деньги, и время на походы в магазин. Даже если вы выбираете доставку, заказываете через приложение, это еще проще. Вы просто выбираете раздел, выбираете, что вам нужно. Ну вот молочка, к примеру, да, еще. Все. То есть остальное вам не нужно. Ссылка на меню будет, как всегда, в описании под этим видео. Поэтому переходите, применяйте и уже увидите результат. Следующий пункт, он очень фундаментальный. Он, может быть, прозвучит сейчас немного странно, но очень важно с этим определиться. Поймите свою роль в магазине. Кто вы? Например, о чем я говорю. Допустим, я человек, который покупает обычную, простую, качественную, нутритивно-плотную еду. Да, это как раз о том, что я сейчас выше рассказала, да, в какие отделы продуктов мы заходим. Либо я человек, который не покупает сладкое в будни, который может себе позволить какую-то сладость, но в выходные. Это уже совершенно другой фокус. Либо я человек, который берет десерт один, а не 5. То есть я человек, который слежу за количеством, либо я человек, которому важно еще и качество. То есть определитесь для себя, вот какую роль для вас нужно вот выбрать такой несущий, такой вот самый важный, вот этот, который красной нитью будет протянуто сквозь каждого похода в ваш магазин. Это не запреты, это именно идентичность. То есть вы сами с собой договорились и поняли про себя какую-то простую истину, которой вам будет очень легко придерживаться. То есть каждый раз, когда вы приходите в магазин, вы вспоминаете, я человек, который что? Все, это очень многое определяет. Это просто совершенно другое отношение к тому, что вы положите в корзину. Третье, всем, я думаю, известно, это не посещать магазин, когда мы голодны и когда мы очень уставшие. Потому что, я думаю, многие, кто подтвердят, что если мы в таком состоянии в магазин заходим, мы купим, очень много чего лишнего, что мы бы не купили, если бы мы были сытым, довольным и счастливым, не уставшим человеком. Именно в эти моменты в нашу корзину попадает именно то, что даст нам именно быстрый дофамин, что нас успокоит, что нам даст чувство любви, теплоты и так далее. Если нет возможности заранее поесть, и вы, так случилось, да, оказались все-таки голодны в магазине, выпейте заранее воды и опять же вернитесь к роли, к своей, да, что вы здесь зачем? Вы здесь за понятными обычными продуктами, а не за удовольствием, не за утешением. Такое четкое фундаментальное понимание, что я пришел в магазин за базой. Следующий пункт, я уже так его частично коснулась, это делить магазин на зоны. То есть вот зоны, да, со сладостями, там, со снеками, если они для вас являются такими триггерными, вы просто туда не заходите. То есть вы это не допускаете и не обсуждаете. То есть вы для себя решили, вы просто туда не идете. Потому что есть зоны в магазинах, где мы принимаем какое-то решение, но вот в большинстве случаев такие отделы магазина, мы их там не принимаем. Мы просто, скорее всего, идем на поводу и очень быстро поддаемся вот этой манипуляции, этому маркетингу. Это тоже снимает вот внутренний вот этот диалог, который ведет, да, вот к сливу энергии. Это, опять же, убирает чувство вины, которое чаще всего возникает после того, как мы все-таки это что-то купили, наелись и потом виним себя. Следующий пункт – это ограничивать себя не запретами, а количеством. Я особенно рекомендую с этого начинать. Мне это очень сильно помогало. То есть, когда мы приходим в магазин, мы не ходим с таким чувством ограничения, что нам теперь ничего нельзя. То есть, изначально можно установить фокус именно на количество. То есть, я хочу десерт, да, мне сейчас, допустим, там нужно успокоение, мне хочется снять тревогу, я возьму один какой-то десерт. В идеале я выберу что-то наименее полезное, да, то есть, посмотрю составы, выберу что-то небольшое, то есть обращать внимание именно на количество. Это тоже определенная договоренность с самим собой, это тоже предсказуемость, это тоже понятное такое явление для нашего мозга, это тоже очень сильно нас будет внутренне стабилизировать и успокаивать. То есть когда вот эти договоренности есть, и чем их больше, то все становится намного проще. Один десерт, одна упаковка, один вид, то есть не то, чтобы у вас в корзине, да, там по одному всего лежит, нет, что-то одно.
Следующий пункт особенно подходит для таких тревожных более людей. С этого тоже можно начать, то есть это не какая-то идеальная картинка, это что-то, с чего можно начать. То есть сделать поход в магазин максимально предсказуемым, то есть вы ходите в одно и то же время. То есть можно это еще даже как-то запланировать, что, да, допустим, там воскресенье в 11 часов утра я иду в магазины и закупаю продукты на неделю. Вы идете одним и тем же маршрутом, у вас один и тот же порядок рядов, то есть вы подходите к определенным отделам в магазине и что-то там выбираете. И такая предсказуемость, она тоже очень сильно будет снимать эту тревогу. Чем меньше неожиданностей, тем больше стабильность. И вот, следуя таким правилам, поход в магазин будет становиться чем-то обычным, рутинным, понятным, простым, а не восприниматься как поле боя, где вы можете захватить все, что не приколочено. Со временем это просто автоматический процесс, в котором вы берете все, что вам нужно, качественные обычные продукты, вы не тратитесь на всякую ерунду, на которую вы бы не хотели тратиться, которая не улучшает ваше здоровье, внешний вид и так далее. Также это, на мой взгляд, снимает очень такую большую проблему, когда у нас дома в холодильнике есть много чего неполезного, да, много чего того, что нам бы вообще-то было не нужно. То есть изначально мы из магазина не приносим домой что-то подобное, потому что, ну, я думаю, многие согласятся, что когда у нас в холодильнике что-то эдакое лежит, ну, рано или поздно мы к этому подойдем все-таки и это съедим. А если бы этого бы там бы и не было, то этого бы и не было. Поэтому в холодильнике должны лежать обычные нормальные продукты для того, чтобы в любой момент туда можно было залезть и получился бы хороший прием пищи. То есть не из какого-то там просто йогурта, да, не из какого-то бутерброда, а чтобы там было что-то более разнообразное, чтобы это было похоже все-таки на какую-то сбалансированность, на какую-то хорошую сытную тарелку. Хаотичная жизнь, она всегда требует очень много ресурса, она требует всегда очень много сил, энергии. Каждый день нужно быть сильным, включенным человеком. А предсказуемая жизнь, она позволяет быть обычным. Нам нужна не идеальная жизнь, а такая жизнь, которую мы можем выдерживать очень долго. Поэтому мне и хотелось в этом видео рассказать, что если вам хочется больше устойчивости, больше спокойствия, то нужно начинать именно с магазина, с полок магазина, с умения ходить по магазину, выбирать там продукты. Это решение, которое мы принимаем для себя, и больше к ним не возвращаемся. То есть мы четко про себя знаем, какой я человек, да, там в предыдущих пунктах сейчас разбирали. Еще такое ключевое: предсказуемость – это не про ограничение себя, это понимание, это просто понимание и определенная форма заботы о себе, которая упрощает нам жизнь в дальнейшем очень-очень сильно и приводит к достижению своих целей. Я благодарю вас за просмотр этого видео, я надеюсь, оно было для вас полезным. Буду рада, если вы поставите лайк и подпишитесь, это очень ценно, особенно сейчас. До встречи в следующих видео.